Основными классами спортбайков считались шестисотки, которые дают отличную управляемость благодаря меньшей массе, но и мощности многим не хватает, и литры. Здесь наоборот, мощность преобладает, а управляемость, естественно, не дотягивает до 600-кубовых спортбайков из-за той же массы. И это не давало покоя инженерам многих компаний, которые пытались создать среднюю между этими классами модель, обладающую преимуществами сразу двух этих классов. В сегодняшнем выпуске мы посмотрим на результаты их работы и выявим самый мощный спортбайк с двигателем от 700 до 800 кубических сантиметров. И начнем мы с Honda RVF 750R и ее самой мощной версии RC45, которая появилась в 1994 году. 749-кубовая V-образная четверка выдает 120 лошадиных сил максимальной мощности на 12 тысячах оборотов в минуту и 76 ньютон-метров крутящего момента на 10 тысячах. От 0 до сотни RVF 750R разгоняется за 3,2 секунды. Максимальная скорость 250 км в час. В снаряженном состоянии спортбайк весит 211 кг. Далее у нас идет Kawasaki ZX-7R Ninja, который пришел на смену Kawasaki ZX-R 750 в 1996 году. Его рядная 749-кубовая четверка выдает 122 лошадиные силы максимальной мощности на 11,5 тысячах оборотов в минуту и 78 ньютон-метров крутящего момента на 9,5 тысячах. По паспорту от 0 до сотни ZX-7R разгоняется за 3,5 секунды. Максимальная скорость составляет 250 км в час. Снаряженная масса весьма приличный 232 килограмма. Средний заявленный расход топлива 6,5 литров на 100 километров. На пятом месте лимитированная версия Triumph Daytona Moto2 765, которая была выпущена, чтобы отпраздновать возвращение Triumph в MotoGP в качестве поставщика двигателей для Moto2. Спортбайк также обладает рядной тройкой, ставшей уже визитной карточкой компании из Хинкли. 765-кубовый двигатель выдает 130 лошадиных сил максимальной мощности на 12 250 оборотов в минуту и 80 ньютон-метров крутящего момента на 9750 оборотов в минуту. Благодаря небольшой снаряженной массе в 187 кг, Daytona 765R от 0 до сотни разгоняется за 3,3 секунды. Максимальная заявленная скорость 260 км в час. На четвертом месте удивительный мотоцикл, который увидел свет в 1991 году – Honda NR 750. Мотоцикл был задуман ради двигателя и построен вокруг него. 4 цилиндра, расположенные V-образно, овальные поршни, овальные же кольца, 4 верхних распредвала по 2 на блок и 32 клапана. Мощность двигателя 130 лошадиных сил при 14 тысячах оборотов в минуту. Honda особенно гордилась непрерывным потоком мощности во всем диапазоне оборотов. NR тянул прямо с нуля, на отметке 3000 оборотов в минуту выдавал уверенные 45 ньютон-метров, на 6000 56 ньютон-метров. Короткий ход овальных поршней вкупе с высокой степенью сжатия привел к тому, что силовой агрегат набирал обороты быстро, но всегда линейно.
На третьем месте самый объемный спортбайк в топе, но не самый мощный. Это MV Agusta F3 800, который действительно дает ощущение, как на литровом спортбайке, управляемость 600-ки, а крутящий момент, как у большого V-Twin. И все это благодаря трехцилиндровому двигателю рабочим объемом 798 кубических сантиметров. Он выдает 148 лошадиных сил максимальной мощности на 13 тысячах оборотов в минуту и 88 ньютон-метров крутящего момента на 10,5 тысячах. И все это в сочетании с невероятно малым весом, всего 173 килограмма, что позволяет ему соперничать по соотношению мощность к массе с литровыми спортбайками. От 0 до сотни F3 800 разгоняется за 3,2 секунды. Максимальная заявленная скорость 240 км в час. Мощнее итальянки оказался очень популярный спортбайк Suzuki GSX-R 750, который производится аж с 1985 года. 749-кубовая четверка выдает 150 лошадиных сил на 13 тысячах оборотов в минуту и 86 ньютон-метров крутящего момента на 11 тысячах. При сниженной массе в 190 кг GSX-R 750 от 0 до сотни разгоняется за 3,2 секунды. Максимальная заявленная скорость составляет 270 км в час. Ну и самым мощным спортбайком в этом классе была и остается мелкосерийная модель Yamaha R7, выпущенная скромным тиражом в 500 штук в 99 и 2000 годах. С технической точки зрения R7 по тем временам считалась совершенством, чем и была вызвана ее заоблачная цена. В алюминиевую раму был установлен 749-кубовый форсированный двигатель с 5 клапанами на цилиндр. Шатуны и клапана изготавливались из титанового сплава. За подачу топлива отвечал инжектор. Мощность двигателя была искусственно ограничена из-за требований к максимальной мощности, предъявляемых некоторыми странами, но R7 имел огромный потенциал к раздушиванию. В заводском состоянии мотоцикл выдавал всего 106 лошадиных сил и 72 ньютон-метра крутящего момента. Но путем включения дополнительных форсунок с завода отключенных, мощность можно было увеличить максимально до 162 лошадиных сил. От 0 до сотни R7 разгонялась за 3 с небольшим секунды, максимальная скорость 280 км в час. В снаряженном состоянии спортбайк весил 207 кг.